Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на канале LongSwim. Это видео посвящено продвинутым пользователям колеса жизненного баланса. И для вас, продвинутых пользователей, я сейчас расскажу о состояниях в колесе жизненного баланса. Вот именно продвинутые какие-то характеристики, продвинутая информация, все, что будет для вас полезно и очень применимо в вашей жизни. Для тех, кто смотрит это видео первый раз, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчик, пишите ваши комментарии, предлагайте новые темы. И даю некоторые, для тех, кто попал на это видео вот первый раз, который о колесе жизненного баланса ничего не слышал и не видел, я расскажу о колесе жизненного баланса. Колесо жизненного баланса представляет круг, в котором представлено 8 сфер. Тем, кто находится в бизнесе, колесо жизненного баланса, скорее всего, можно сравнить с системой сбалансированных показателей, которые влияют на ваш бизнес, или если вы рассматриваете колесо жизненного баланса как просто личную жизнь, это 8 показателей вашей жизни, есть и финансовые, и нефинансовые показатели, но нефинансовые показатели, они находятся в меньшинстве, и все в колесе жизненного баланса крутится вокруг состояния, которое вы оцениваете через равные промежутки времени. Как правило, это состояние можно оценивать один раз в месяц. Какие-то общие состояния можно оценивать один раз в год. У каждого своя привычка, своя методика, но то, что вы это делаете регулярно, это большой плюс. Сферы, которые есть в колесе жизненного баланса, это отношения и семья, друзья и окружение, здоровье и спорт, личностный рост, деньги, карьера и бизнес, духовный рост и творчество, яркость жизни. Для тех, кто смотрит первый раз, даю маленькое пояснение. В отношении семья входит ваш только любимый человек, любимая женщина, любимый мужчина. Если у вас есть дети, они находятся в сфере друзья и окружение, дети от разных браков, ваши родные дети, совместные дети, они все находятся в сфере друзья и окружения. Почему это так сделано? Потому что дети скоро вырастают, и в возрасте 25-30 лет, когда вашим детям уже будет, вы будете с ними общаться как уже со взрослыми людьми, как со своими друзьями, поэтому лучше изначально ввести такую закономерность, вам будет в этом проще разобраться. В сфере денег находится сфера вашего постоянного заработка, сфера дополнительного заработка и сфера работы с инвестициями, со своими и чужими, где вы рискуете не только своими деньгами, а можете делать проект, управляя чужими деньгами. Это проекты, которые вы рассматриваете в ближайшем будущем, это то, о чем вы мечтаете, здесь вы строите планы. В сфере карьеры и бизнес вы начинаете со своей профессиональной деятельности как наемный сотрудник, потом можете участвовать в другом бизнесе, не бросая основную деятельность. Но это больше относится как к медикам, да? Они могут работать в одной какой-то частной клинике, в другом каком-то медицинском центре, где-то в университете преподавать. Это все колесо жизненного баланса показывает, и очень хорошая визуализация и понимание закономерностей, и вы всегда можете ответить на вопрос, чего можно достичь, и вы в каждой сфере всегда ищете единомышленников, потому что, найдя единомышленников, вы можете вместе с ними реализовывать совместные проекты. Поскольку это видео посвящено состояниям, я сейчас расскажу, что такое есть состояние и чем наше колесо жизненного баланса, о котором я рассказываю в видео, имеет преимущество. Итак, в традиционном колесе жизненного баланса мы любую сферу жизни оцениваем цифрами от 0 до 10, где 0 – это слабо выраженное, нестабильное состояние, а 10 – это стабильное состояние или ярко выражен прогресс. Чтобы никого не утомлять и вводить в заблуждение, все цифры от 0 до 10, они сведены в 3 состояния. 0,4 этот период соответствует нестабильному состоянию, 4,8 соответствует стабильному состоянию, и 8-10 состояние, к которому вы стремитесь, это состояние очень стабильное, оно характеризуется тем, что вы о своем состоянии готовы добровольно рассказать окружающим, вас переполняет энергия, чувство того, что вы достигли, у вас избыток эмоций, вы готовы увлечь других людей своей историей успеха.
Если у вас есть состояние, оцененное на 8, но вы не хотите свою историю делать публичной, скорее всего, у вас очень стабильное состояние. В этом нет ничего плохого, просто вы не хотите, скажем так, свой опыт выносить в публичную плоскость. Ваша тактика, стратегия быть в стабильном состоянии, не переходить в очень нестабильное состояние. Теперь я расскажу о нюансах, которые есть в каждом состоянии, чем они характеризуются и как они между собой взаимодействуют. Итак, состояние 0,4 в нестабильном состоянии вы достигаете успехов через страдания и мучения, через разочарование. То есть состояние 0,4 или 4-8 и 8-10 – это состояния, в которых вы достигаете результата. Но результат можно достигать по-разному. Вот состояние 0,4, оно эмоционально нестабильное, там присутствует много эмоций, но они, как правило, не положительные. Вот состояние 8-10 – это эмоции только положительные, это восторг, энтузиазм. Состояние 0,4 – эмоции сомнения, эмоции непринятия решений. Вы можете находиться в состоянии 0,4, хорошо достигать все поставленные цели. Вот есть 5 поставленных целей, вы их как бы достигли, но состояние 0,4. Вы достигли их через страдания, разочарование, какой-то путь, когда вы выбрали, допустим, страдать не только за себя, но и за других. И такое тоже возможно. Если вы продвинутый пользователь колеса жизненного баланса, вы начинаете уже понимать, что цели достигаются, но что-то какой-то радости нету, то есть у вас сфера яркой жизни как бы страдает, да, и вы начинаете понимать, а можно ли другим способом это все как бы получить, быть более как бы почувствовав все радости жизни. Вот для этого существует состояние 4-8 для тех, кто смотрит фильмы или там, кому знакома игра покер, это достижение с тихой радостью, то есть игра в покер 4-8. Вы достигаете своих результатов, но остальным игрокам не показываете своего состояния. Почему такие названия как бы приняты? Потому что вот ассоциативная связь, игра в покер, где игроки высокого класса не показывают свои эмоции никаким микродвижением, никакой радостью, это гарантирует им как бы успех. Вот состояние 4-8 – это игра в покер, тихая радость, как правило, после достижения цели, это понимание того, что другие игроки, окружающие, играют как бы против вас, это момент, когда вы доверяете и верите в собственные силы, вот здесь вот это вот состояние стабильное. Чем это хорошо и чем как бы плохо? Оно хорошо тем, что если вы находитесь во враждебном окружении или там в высококонкурентной среде, вы как бы готовы к конкуренции. Чем это плохо, если вы находитесь в дружелюбной среде, где люди готовы вам помочь, или там специалисты готовы вам помочь, вы не пользуетесь возможностями их как бы помощи, не пользуетесь этой экспертизой, здесь страдает вот здесь вот сфера личностного роста. Вот в сфере личностного роста вам всегда нужно выходить на уровень 8-10, когда вы делитесь своим опытом и общаетесь с теми специалистами, которые тоже делятся опытом. Возможно, у вас возникнет совместный проект, когда какую-то критическую ситуацию и тему вы можете совместно проработать. Или если вы будете находиться в состоянии 4-8, это все делайте сами. Нету какого-то большого взаимодействия, но правила как бы ясны. Достигаю все как бы сам или сама, с тихой радостью. Итак, состояние 8-10 – это огромная радость от малых и больших как бы достижений. Это состояние, где вы находитесь полностью расслабленными. Состояние, где вы, если происходят какие-то неприятности, препятствия или что как бы происходит неблагоприятное для вашего проекта, вы это состояние преодолеваете легко, оно вас мобилизует. И здесь вот я уже в предыдущих видео рассказывал, для продвинутых пользователей колеса жизненного баланса очень важно знать, если вы находитесь в состоянии 8-10, вы мобилизуетесь как бы легко. Это испытание для вашей системы ценностей, это испытание для ваших друзей и знакомых, и если у вас возникают трудности, ваша семья, ваши близкие и любимые люди поддерживают вас.
Если вы находитесь в состоянии 0,4, в очень нестабильном состоянии, когда вы идете к целью через разочарование, какие-то другие препятствия, которые вы сами себе как бы придумали, или в состояниях, в которых у вас как бы втянули, вы понимаете, что здесь вот, где друзья и окружение, возникает больше как бы людей, которые вас не поддерживают, отношения, семья, возникают сложности, вы являетесь как бы виновником этих как бы сложностей. И вот препятствия в состояниях – это вот та лакмусская бумажка, сквозь призму которых вы можете проанализировать, в котором вы состоянии как бы находитесь. Некоторые скажут, вот, допустим, меня не поддерживают, но я нахожусь в состоянии 8, как бы 10, как бы все хорошо, но здесь как бы нужно понимать, что если вы можете перечислить единомышленников, которые вас поддерживают, вот здесь вот поиск единомышленников, да, ему вы можете ответить на вопрос, чего вы можете достичь, тогда, да, скорее всего, вы находитесь в состоянии 8-10. Если у вас возникает затруднение, а кто ваши единомышленники в той ситуации сложной, в которой вы оказались, или вы не можете точно ответить на вопрос, попав в ситуацию, чего можно достичь вот именно в этой ситуации, то есть когда у вас есть возможность просчитать ситуацию, возможность как бы понять эту ситуацию со стороны, с точки зрения краткосрочных достижений, долгосрочных достижений. Вот если вы отвечаете на вопрос, значит, вы уже над ситуацией, вы ее легко преодолеете. Итак, вернемся к нашим состояниям. То есть продвинутые пользователи, вам большой респект, вы уже разбираетесь в состояниях. Итак, состояния нестабильные, стабильное и очень стабильное, они могут между собой чередоваться. Но давайте посмотрим, какие преимущества дает состояние очень стабильное или не очень стабильное. Нестабильное состояние, там рождаются и какие-то индивидуальные решения, кастомизированные, применимы только к этой ситуации. Вот, они не учитывают какую-то масштабность или масштабируемость. Вот если вы находитесь в состоянии стабильное, вы, как правило, принимаете решения там, типовые, масштабируемые, которые можно применить и в другой ситуации. Это может быть какой-то принцип, условно, там, делегировать, да, или какое-то решение, в котором вы сами разобрались, но оно может быть применимо других людей через сферу личностного роста. Вот вы рассказали о той ситуации, в которой вы как бы столкнулись, в отрасли, рассказали типовое решение, которое может быть, и это типовое решение подхватили другие люди, усовершенствовали, и вы понимаете, что это решение применимо, как, допустим, на одном континенте, на другом континенте, и это как бы есть хорошо. В очень стабильном состоянии генерируются инфраструктурные какие-то решения глобальные, которые в ближайшей перспективе не несут какой-то прибыли и пользы, а в долгосрочной перспективе они несут большие преимущества, возможности. Как правило, это какие-то технологические новинки, технологические решения. В чем сложность технологических новинок или инновационных каких-то решений? Кто-то из вас, профессионалов, это должен на собственном опыте попробовать, понять что управляемое, масштабируемое, этой технологии можно легко кого-то обучить. Опять идем сквозь сферу личностного роста, то есть где происходит как бы рост. И любое технологическое решение обязательно влияет на яркость жизни. Допустим, вы осваиваете какую-то технологию, эта технология требует год для того, чтобы его освоить, но потом на этапе эксплуатации вы понимаете всю легкость, масштабируемость и управляемость этой ситуации. Итак, какие могут быть здесь прообразы для решений? Для нестабильной ситуации это какое-то индивидуальное решение, допустим, купить бюджетное жилье и поменять шторы. Вот это на возрастном промежутке до 30 лет применимо, ярко, но если вы уже достаточно обеспечены и вам за 40 лет, это уже не ваше решение. Здесь тогда обращаемся к состоянию стабильное, и стабильное состояние генерит следующее решение. Это купить квартиру в хорошем доме, в хорошем микрорайоне, где уже есть хорошие соседи, готовая инфраструктура и так далее. Вам легко добираться до природы, хорошая транспортная развязка, то есть все преимущества заложены в инфраструктуре. Вот это вот стабильное состояние. Если мы говорим о
Очень стабильном состоянии – это построить дом в хорошем месте. То есть у вас хватает энергии, сил и средств выбрать участок, который вам нравится, или выбрать страну, где вы хотите жить, ну и построить дом, который вам нужный в той конструкции, под индивидуальное дизайнерское решение под ваше видение как бы жизни. И вот теперь, если мы посмотрим сквозь призму вот этих вот решений на стабильное, и состояние, мы получаем, что в очень стабильном состоянии мы можем себе позволить построить или купить дом в нужном месте, а в нестабильном состоянии мы можем себе позволить только купить бюджетное жилье, и наших, скажем так, оборотных средств или денег хватает на то, чтобы поменять, вот если вы купили квартиру с ремонтом, поменять только шторы. Все. Вот. Поэтому вы должны как бы понимать, что находиться в состоянии очень нестабильном, каким бы вы профессионалом ни были, у вас очень ограниченные варианты применения вашим возможностям, вашей квалификации. И единственный здесь вариант – не расстраиваться из-за того окружения, которое как бы есть, не расстраиваться от яркой жизни, в которую вы попали, а стремиться попасть в то окружение, в ту страну, где ваши знания, опыт будут востребованы гораздо выше, лучше. И это возможно только одним путем, когда вы в сфере денег сами занимаетесь рекламированием своих услуг, своей компетенции, потому что никто, кроме вас, не заинтересован в том, чтобы о ваших достоинствах знало как можно больше количество людей. Следующий момент относительно сферы личностного роста. Почему он важен в состояниях? Дело в том, что когда вы находитесь в нестабильном состоянии, это нестабильное состояние очень сильно поглощает ваше время, и за счет того, что много времени проходит, но не приняты никакие решения, вы не приступаете как бы к действиям. Чтобы этого избежать, нужно уметь пользоваться как бы теми знаниями, которые есть в открытом доступе, знания, которые можно купить за деньги, или знания, которые можно приобрести в наставничестве. То есть, если вы берете человека и просите быть его наставником на определенный промежуток времени, вы получаете, грубо говоря, первый толчок, первое направление, как двигаться раньше, чтобы не делать ошибок. В нестабильном состоянии, я тут буду немножко как бы подглядывать в схемку, потому что тема сложная, и в одном видео, если удастся рассказать это как бы хорошо, если для этого потребуется второе видео, я запишу второе видео. Итак, в нестабильном состоянии всегда реализуется миссия «понравится», да? То есть мы очень сильно зависим от мнения других людей, от окружающих, либо мы начинаем как бы карьеру. И первое желание понравиться – это оглядываться на мнение окружающих, не иметь собственного мнения или не иметь своей четкой позиции. На периоде адаптации это как бы хорошо, нормально, но миссия, когда вы всем пытаетесь понравиться, она несет ничего хорошего, потому что здесь присутствуют эмоциональные качели. Эмоциональные качели – это состояние то люблю, то ненавижу. Вот в сфере отношений семья эмоциональные качели как бы могут присутствовать. Это попытка играть на эмоциях, но как только вы в семейных отношениях и семье, браке пробудете там больше 5 лет, вы начинаете понимать, что после эмоций наступает время как бы действовать, и если вы начинаете как бы действовать, то получаете гораздо большую радость, чем от эмоциональных качелей. Вот. Чем характеризуется стабильное состояние? В стабильном состоянии эмоции уже уходят, и есть желание и возможности зарабатывать. То есть здесь миссия стабильного состояния, чтобы заработать. Заработать – это не значит, что реализовать все сферы денег и карьеры, это значит привести это в работоспособное состояние. Но если мы возьмем там яркость жизни, да, сначала яркость жизни создается внешними условиями, когда мы стараемся попасть в те места, где нам как бы хорошо нравится, мы там легко восстанавливаемся.
А когда вы эту сферу хорошо прокачали, вы уже в любом месте можете создать то состояние, где яркость жизни как бы растет. Вы становитесь как бы тем человеком, вот вы появились там в том месте, и вокруг вас все расцветает. Если брать, допустим, примеры в сфере ландшафтного дизайна, то есть вы вот как бы тот человек, который там умелый садовник, раз, и после вашего появления зацвели цветы, появилась инфраструктура, появилась та благоприятная ситуация, в которой хочется жить, и радоваться. А состояние теперь 8-10, чем отличается от стабильного? Стабильное – это состояние, чтобы заработать, а очень стабильное состояние – это чтобы много зарабатывать. Здесь это легко посмотреть на сфере денег. Состояние 0,4 у вас есть постоянный доход, он иногда зависит, иногда не зависит от ваших как бы личных усилий. Как правило, вы больше там наемный сотрудник, который там с каждым годом повышает свою экспертизу в состоянии. 4-8 вы уже имеете дополнительный заработок, пускай это будет какая-то преподавательская деятельность, то есть вы преподаете, ваш гонорар растет по мере того, какие сложные темы вы можете раскрывать, какую-то научно-исследовательскую работу можете как бы вести, какие сложные задачи можете решать. Но в состоянии 8-10, когда вы выполняете какой-то проект, который всем инвесторам приносит какую-то хорошую стабильную прибыль, сильно это все зависит от того, какую сферу вы выбрали. То есть есть какие-то сферы деятельности, где возможна высокая наценка, высокий как бы доход. Если вы выбрали проект, допустим, благотворительный или социальный проект, где вот сфера заработка не присутствует, то там заработка как бы нет, но это тоже сфера 8-10. Вы реализуете что-то во благо общества, а реализовав что-то во благо общества, вы поднимаете свою репутацию. Чем выше ваша репутация, тем больше деньги вам могут доверить, потому что знают, что вы умеете достигать целей, несмотря на то, что рисков в этой деятельности, как правило, очень много. Итак, по состояниям я вам как бы дал краткую характеристику. Теперь вот сейчас все эти состояния, которые есть, склеиваем в общую как бы ленту и получаем, да? Следующие как бы миссии. Итак, возвращаемся к миссиям. Миссия в нестабильном состоянии – это эмоциональные качели, это минимализм как бы в действиях. Вот когда вы попадаете в состояние, когда вы делаете какие-то усилия, вы не можете как бы собраться, мало действий, вы должны четко понимать, что вы попали в состояние 0,4. Это бывает иногда против вашей воли, но вы должны понимать, что вам из этого состояния нужно срочно выбираться. Выбираемся всегда из состояния через сферу здоровья и спорта и прокачки личностного роста. Здоровье и спорт означает то, что у вас хватает сил эмоциональных справиться с ситуацией, ваше физическое здоровье на высоте. Преодоление любых сложностей связано с тем, что выдержит ли как бы здоровье эту ситуацию. Если здоровье как бы в избытке, мы с любой ситуацией всегда справимся как бы легко.